Инновации вершу, инновации творю. И это следующее видео из плейлиста про знаки зодиака. И говорить мы будем про знак зодиака Водолей. Это видео для вас будет актуально и полезно, если ваш асцендент, восходящий знак или другие планеты вашего гороскопа находятся в знаке Водолей. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Водолей – это 11-й знак зодиака в нашем зодиакальном круге и третий представитель стихии воздуха. Это самый инновационный, подвижный и свободолюбивый воздух. Водолеи достаточно нестандартные люди, но всегда остаются верными своим идеалам и стремятся к созданию лучшего будущего абсолютно для всех. И такие люди всегда стремятся к изменениям и каким-то даже инновациям, и они помогают обществу двигаться вперед. И вот стараются внести свой вклад в создание более толерантного и прогрессивного мира. Восходящий Водолей – это человек, чья личность обладает уникальными чертами и философией, которые нередко выходят за рамки стандартных представлений, за рамки обыденности. И он словно энтузиаст и такой вот вечный исследователь, который готов покорять неизведанные вершины своего ума и общественных идей. И что же делает этого человека, таким особенным? Вот давайте рассмотрим его ключевые характеристики. Восходящий Водолей – это источник непрерывного вдохновения и творчества. Его умение видеть мир с нестандартной точки зрения делает его на самом деле очень таким уникальным, необычным товарищем, и, как правило, за счет своего нестандартного видения и мышления водолеи всегда на голову впереди, чем их сверстники. И водолеи по природе своей славятся вот именно стремлением к свободе и к стремлением к независимости. И они не любят ограничения и рутину. Например, возьмем водолея-школьника. Ему не нравится этот школьный режим и установленные правила. Ему может быть как-то сложно следовать этим правилам. И они даже могут пропускать занятия, потому что самостоятельное изучение предметов, которые их интересуют, нравится им гораздо больше. И вот пока другие ученики сидят за партами, водолеи с удовольствием исследуют мир, читают книги о науке, философии, либо творят какие-то свои маленькие эксперименты. И им важно иметь вот эту возможность исследовать новые идеи, концепции, быть самостоятельными и не зависеть от чужого мнения. И этот человек ценит свою независимость превыше всего. И он стремится к свободе в мыслях, в действиях, в образе жизни. И ограничения и жесткие рамки, они могут вызывать у него дискомфорт. Поэтому водолею может быть очень сложно и муторно работать, например, в офисе. Да, и его, в принципе, очень сложно привязать к какому-то одному месту. Ему важно путешествовать по разным странам, жить в разных культурах, поглощать новые знания, испытывать себя на прочность, скажем так. Поэтому даже в качестве работы водолею гораздо комфортнее быть, например, фрилансером, чтобы вот он мог работать из любой точки мира, из любого города. То есть даже повседневная деятельность должна давать ему вот эту свободу двигаться куда угодно и когда угодно. И вот этот водолейский талант видеть мир вне шаблонов и рамок всегда поражает окружающих. И они всегда открыты для новых идей, технологий, взглядов, стараются избегать каких-то стереотипов, что, конечно, порой может давать и осуждение со стороны общества, так как в нашем обществе не все готовы к этим инновационным решениям и идеям, которые предлагает Водолей. Но водолеи часто ассоциируются с гуманизмом и альтруизмом, и они действительно проявляют интерес к разного рода социальным вопросам и проблемам человечества, и они могут активно заниматься благотворительностью или возглавлять какое-то, например, общественное движение, они могут организовывать благотворительные акции и так далее. И им важно делать этот мир лучше, поэтому многие водолеи находят свое признание в том числе в гуманитарных и благотворительных деятельностях.
И водолеи часто являются, например, защитниками свободы или прав человека. И они готовы бороться за социальную справедливость и равноправие в обществе. И они готовы помогать, например, другим людям и делать добрые дела, при этом не прося ничего взамен, не ожидая вот даже какого-то вознаграждения. И они это делают просто, чтобы приносить пользу обществу. И решение вот этих глобальных вопросов, организация этих движений их очень сильно мотивирует и вдохновляют. И водолеи также обладают достаточно острым умом и творческим мышлением. И они могут видеть вещи как бы с необычных точек зрения и приходить к нестандартным решениям проблем. И они часто вдохновляются необычными источниками. Интересы водолея могут включать в себя не только науку и технологию, но, например, искусство и мистику, астрологию или даже какие-то вот экзотические путешествия на другую планету, как вариант. Так или иначе, водолеи, они всегда готовы к экспериментам в разных сферах жизни. И они не боятся пробовать что-то новое и нестандартное, будь то там путешествия, работа, хобби и так далее. И они с удовольствием подписываются на разного рода авантюры, и они экспериментируют во всем, в работе, в отношениях. Это могут быть разного рода хобби и увлечения, и они с удовольствием могут посещать разного рода мероприятия. Главное не сидеть на месте и вот прощупывать разные грани этой жизни, да, то есть пробовать жизнь на вкус. Причем водолей даже готов пойти на риск, чтобы максимально погрузиться вот в этот новый опыт. Он не боится выходить из зоны комфорта и познавать мир во всех его проявлениях. И водолеи обладают замечательной способностью к изобретательству. И, например, вот в детстве они могут, например, активно проявлять интерес к технике или разного рода инновациям. И вот вместо футбола или там рисования картинок они могут увлекаться робототехникой, например, или тратить свое время на разборку и сборку каких-то радиоуправляемых моделей, электронных устройств, там, создание роботов и так далее, то есть создание конструктора, что угодно. И чем старше становится человек, тем больше растет его интерес и масштаб вот в этой деятельности. Поэтому даже вполне вероятно, что водолей может связать свою жизнь с информационными технологиями или, например, с программированием и даже создать какие-то вот собственные проекты, либо активно использовать вот эти знания в своей работе, независимо от того, какая она. И если у вас в гороскопе даже вот не асцендент, а просто какие-то другие планеты находятся в знаке Водолея, то у вас однозначно есть такой талант и способности. Но даже если Водолей не связывает вот свою профессиональную жизнь, например, с программированием, то эта функция в любом случае проигрывается, как-то в других сферах его жизни, то есть в какой-то другой деятельности. Вот, например, сейчас у нас активно в жизни людей внедряется искусственный интеллект. И это тоже водолейская тема. То есть те, у кого в гороскопе проявлен водолей, как никто другой интересуется этой темой, этим направлением и старается максимально протестировать ее, настроить и даже внедрить в свою жизнь. Или, например, еще до того, как искусственный интеллект стал набирать обороты, на пике популярности был у нас умный дом. И вот все прелести робототехники, которая упрощает и оптимизирует нашу бытовую жизнь. И водолеи в числе первых приобретали эти роботы-пылесосы, умные чайники, умные часы, умные выключатели и так далее. А если, например, у вас до сих пор еще нет, то явно вы в себе вынашиваете эту идею по их приобретению. И это всего лишь вопрос времени, когда у вас это появится в арсенале. То есть человек с непроявленным водолеем будет придерживаться классики и купит, например, ручной пылесос. А вот человек с проявленным водолеем будет искать какие-то инновации и нестандартные решения для оптимизации своей жизни. И в целом талант и умение водолея находить новые пути и решения может приводить его даже к созданию каких-то уникальных проектов и продуктов. Но я это привела пример достаточно такого мелкого бытового характера, а на самом деле водолеи это очень интеллектуальные, и они интересуются новыми технологиями и идеями, и в голове водолея вполне могут даже рождаться такие глобальные идеи глобального характера, направленные на улучшение городов, стран, мира. То есть, например, создание какого-то умного города, проведение пространственных исследований, телепортации
телепортации, выработка там, экологически чистой энергии, создание каких-то умных гаджетов и так далее. То есть Водолей, он вообще в том числе про масштаб. И это люди с острым умом, и они видят будущее именно в технологиях, которые можно применять для улучшения жизни людей. Они по сути своей, вот по природе своей, инноваторы и вносят такой значительный вклад в различные области. И даже если сами они не являются инженерами, то своими нестандартными идеями они могут вдохновить других, например, инженеров, изобретателей, на какие-то великие создания. И водолеи по природе своей часто стремятся именно тоже к самосовершенствованию. Они могут изучать какие-то новые языки, заниматься медитацией, практиковать йогу, развивать свое духовное понимание. И у них также проявлен интерес к эзотерическим знаниям, и они обладают достаточно сильной и глубокой интуицией, которая помогает им понимать скрытые аспекты этой жизни. А также у водолеев очень хорошее аналитическое мышление, поэтому они могут видеть скрытые связи, предсказывать события, решать какие-то сложные задачи. И водолеи часто носят на себе такой отпечаток эксцентричности. Они обычно выглядят очень ярко и нестандартно. И вот, например, благодаря одежде, прическе или даже вот своей манере общения водолеи достаточно часто выделяются из общей массы. И они как бы следуют своему внутреннему стилю, даже если он кажется эксцентричным для других. То есть у водолеев нестандартное мировоззрение, и его взгляды на мир могут быть удивительно оригинальными и тоже эксцентричными и вызывающими в окружении. Но по природе своей водолеи все-таки достаточно общительные, и у них широкий круг контактов, широкий круг общения. Им нравится общаться с разными людьми, устанавливать новые связи, передавать информацию, и водолеям нужно разнообразие. И вот несмотря на это разнообразие, все равно водолеи очень ценят дружбу и коллективное взаимодействие. И они могут активно участвовать в каких-то интеллектуальных дискуссиях и баталиях. Они ценят обмен идеями, дебаты. Из-за своей открытости и интересов водолей часто заводит даже каких-то необычных идей, необычных друзей и необычные знакомства. И его круг общения может тоже включать в себя, там, например, художников, ученых, музыкантов и даже каких-то вот эксцентричных личностей, которые непонятны для других, но зато понятны водолею. И водолей также открыт к разным культурам, религиям, к разным мнениям. Он ценит толерантность и уважение к разнообразию. Но в построении личных взаимоотношений водолеи все же стремятся именно к независимости и к свободе. Они нуждаются в партнере, который уважает их индивидуальность и не пытается их в чем-то ограничивать. Поэтому комфортнее всего водолею, конечно же, будет выстраивать взаимосвязи с ему подобными друзьями, товарищами, то есть представителями стихии воздух, а именно водолеи, весы, близнецы. И это будут такие идейные, свободолюбивые отношения, где никто никого не обременяет, и все друг друга понимают с полуслова. Но кармически все-таки водолей у нас связан со знаком Лев, и это очень сложная ось, потому что один партнер как бы парит в небе, как жар-птица, а второй должен быть практичным, обеспечивать быт, что создает определенный конфликт в отношениях. И надо как-то научиться вот уживаться с этой обратной стороной жизни, которую, собственно, и продемонстрирует Лев. Но об этом мы с вами поговорим в другом видео, поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, посмотрите другие видео из этого плейлиста, чтобы лучше понимать своих родных и близких. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч! Слушай, надо Илону Маску написать, у меня здесь есть парочка идей. О, сейчас реализуем.